Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Люблю я модные новинки с изюминкой. Крупная вязка всегда смотрится эффектно, всегда в выигрыше. И вчера нашла в модном магазине вот такой ценный вариант, на мой взгляд, джемпера в приятном песочном цвете, такой радостный, жизнеутверждающий цвет, согласитесь. Но самое интересное в нем, что мне показалось, задумка дизайнера сделать нижнюю часть изделия рельефным узором с косами и верхнюю в виде платочной вязки. Вроде просто, но так интересно смотрится. Обыграна модель очень здорово. Здесь, конечно, технически нужно было согласовать две разные плотности, два разных узора, да. Но мы с этим сегодня, девочки, без проблем справимся. Будем составлять с вами описание, значит, по вязанию этого джемпера спицами на следующие размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52. И, в общем-то, я думаю, что все доскональные нюансы по вязанию узора и вообще обговорим детально каждую мелочь при вязании данного джемпера. Давайте с вами приблизим эти картиночки, посмотрим повнимательнее, значит, как тут устроено. У нас будет с вами схема. Я схему нарисовала этой косы. Нет там ничего сложного. Платочная вязка здесь очень хорошо видна, да, переход от косы к платочной вязке. Нижняя планка у нас везде у рукава, у деталей, спинки переда. Все детальчики у нас вяжутся раздельно, потом сшиваются. Вырез горловины обвязан крючком. Можно обвязать крючком одним рядом столбиков без накида. Можно более как-то интереснее подойти к этому моменту. У нас будет скос плеча. Вы видите, здесь явно скос плеча есть, да. То есть все мы это, девочки, с вами предусмотрим. Так, вот такая вот интересная задумка дизайнер. По спинке у нас будет то же самое, что и по переду. Один в один, девочки. И, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. Так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Считаю, что модель очень прям такая к весне. Будем ее сегодня из замечательной пряжи вязать полухлопковой. И инструкция по вязанию будет составлена и выложена под видео для вашего удобства. Думаю, что это очень здорово, очень удобно так вязать, когда есть вся детальная раскладка ваших действий, согласитесь. Вот еще вам показываю. Видите, рукава у нас спущенные. Конечно, вы можете классический вариант с окатом связать. Это на ваше усмотрение. Сами себе, можно сказать, творцы, да. Всегда надо подходить творчески к процессу вязания. Мы сейчас с вами составляем, так скажем, дизайн-проект, разрабатываем проектную часть нашего творчества. А уже детали всегда, когда, знаете, когда строят дом, всегда проектная часть разрабатывается, а затем все это дело создается в реальности, строится. Так и у нас с вами. При строительстве всегда, конечно же, вводятся какие-то корректировки постоянные в проектную документацию, то есть какие-то нюансы возникают. Ну, я думаю, что, знаете, вот этот джемпер вполне может осилить и начинающая девочка. Вот эти перекрещивания кос, 6 петель мы будем перекрещивать то направо, то налево, в принципе, несложно освоить. Я думаю, что девочки, которые уже как бы умеют вязать какие-то несложные детали в виде шапочек там или шарфиков, да, носочки могут вязать, вполне могут взяться за первое плечевое изделие и связать крупной вязкой. Крупная вязка, сами знаете, приятно вязать, она быстро связывается, да, такое изделие. Вот, поэтому я могла бы порекомендовать и начинающим мастерицам взяться за этот проект. Итак, мои хорошие, давайте сейчас с вами приступим к выбору пряжи.
У меня будет для вас несколько вариантов, аналогов подобрано. Давайте смотрим. Для вязания этого джемпера я выбрала пряжу Alize Cotton Gold Pratica. Турецкая пряжа. Полухлопковый состав у нее. 55% хлопок, 45% акрил. Цвет у нас 02. Такой, знаете, цвет рыжеватый, какой-то песочный. Вот. И метраж давайте посмотрим. 100 грамм 220 метров. Спицы я использую номер 4. И вот так смотрится наш с вами узор. То есть у нас здесь с вами идут такие косы и переход в платочную вязку идет. Девочки, я показываю вам, приближаю, как это выглядит. В общем, вот так это выглядит. Вот такие у нас рельефные косицы идут, косы. Ну и, в общем-то, обычные косы. Я делала здесь специально накиды, чтобы у нас пошире полотно было, чтобы не слишком вот так, знаете, стягивалось оно здесь, для того, чтобы при переходе к платочной вязке у нас не было таких больших, сильных здесь, ну, такого стяжения, да, полотна в области рельефного узора. Всегда показываю вам как альтернативу пряжу другую. И показываю вам я вот такую пряжу, девочки. Если вы захотите полушерстяную пряжу, то хорошо бы взять пряжу Merino Deluxe 50 фирмы Yarnart. Очень мягкая, хорошего качества пряжа, 100 грамм 280 метров, 50% шерсть и 50% акрил. Вот она такая у нас интересная, хорошие скрутчики. В общем, ну, в принципе, хорошая пряжа. Можно из нее связать эту красоту. И еще мне очень тоже нравится пряжа. Сейчас покажу. Вот такая. Yarnart Silk Royal. Значит, цвет у нас 445, такой рыженький. 50 грамм 140 метров. И у нас 35% шерсть. 35% вискозный шелк и 65% шерсть мериноса. Очень хорошая пряжа, мягкая, немножко пушистая, с таким характерным шелковистым блеском. Просто супер. Берите спицы номер 4, чтобы крупная вязка получалась. Так, мои хорошие. Ну а сейчас давайте с вами посмотрим схему узора. Итак, так выглядит у нас с вами схема косы. У нас 11 петель будет раппорт узора и 12 рядов в высоту коса. Пустая клеточка — это лицевая петелька, горизонтальная черточка — это изнаночная петля. Ну, в общем-то, ничего для вас здесь нового. И вот эти зигзаги — это у нас перекрещивание мы обозначаем. То есть вот это первое перекрещивание будет направо, а вот это перекрещивание будет 6 петель перекрещиваться налево. Легко мы с вами это все осилим, всю эту технику вязания без дополнительной спицы. Покажу вам, как быстро и технично совершить эти элементы вязания. Дальше у нас с вами будет выкройка. Смотрите, вот так выглядит выкройка наша конструктивно. Здесь я не нарисовала вырез горловины переда, он будет здесь. Просто здесь я не умею так закруглять, знаете, элементарно. Все размеры у нас будет с вами в расчетной части озвучены. Все я вам там расскажу, покажу. Сейчас вы видите, как это выглядит. Каждая деталь вяжется раздельно и затем все сшивается. И вот такая инструкция у нас выкладывается под видео, девочки, на разные размеры. Вот здесь у нас русский язык. У всех иностранных вязальщиц будет ваш язык под видео, специально перевожу специально для всех языков, которые меня смотрят. Здесь же указываю размеры российские, размеры европейские. Смотрите описание, девочки, видеть инструкции по вязанию под видео. Все это есть в виде текста, как вязать данный джемпер.
Итак, сейчас приступаем к вязанию образца узора. Нас ждет расчет плотности, и на основе расчетной плотности мы будем составлять именно вот это описание. Каждую циферку я вам расскажу, откуда она взялась, как она получилась. Все. Приступаем к вязанию образца. Девочки, для вязания образца я набрала 37 петель. У меня 3 раппорта по 11 петель. Плюс 2 петли я сделала крайне правые для симметрии. И 2 кромочные у меня получились. И мы будем вязать с вами образец. Начинать с первого ряда. Вяжем следующим образом. Первый ряд. Кромочную я снимаю. 2 изнаночные для симметрии. И вяжем первый раппорт. У нас все петельки вяжутся лицевыми. Вяжем 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И 2 изнаночные. Первый раппорт связан. Вяжем второй раппорт. 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 2 изнаночные. Связали второй раппорт. Вяжем третий раппорт. 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 2 изнаночные. Кромочную вяжем изнаночные. Все четные ряды, которые у нас являются изнаночными рядами, мы вяжем, как смотрят петли. То есть, в общем-то, самостоятельно эти ряды можно вязать. Я, конечно же, показывать не стану. Третий ряд у нас вяжется точно так же, как и первый. То есть мы вяжем с вами 2 изнаночные для симметрии. И в раппорте вяжем 9 лицевых. И 2 изнаночные. Также вяжем следующий раппорт и продолжаем самостоятельно. Четвертый ряд будем вязать, как смотрят петли. Вяжем пятый ряд. 2 изнаночные для симметрии. И наш раппорт начинаем вязать. Сейчас будут перекрещивания. Первые 3 лицевые вяжем. Следующие 6 лицевых перекрещиваем направо. Я снимаю 6 петель на правую спицу. Первые 3 петли у меня за работой остаются. Следующие 3 петли перед работой. Я их с помощью правой спицы вот сюда аккуратно возвращаю на левую. И вяжем следующим образом. Значит, вяжем 3 лицевые. И чтобы полотно наше сильно не стягивалось, вот здесь было свободно, поскольку у нас потом будет платочная вязка, да, я, значит, буду делать накиды. Делаем следующие 3 петли, которые за работой вяжем как лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Вот таким образом. Затем опять второй, так, и 2 изнаночные. Связали первый с вами раппорт. Второй раппорт также вяжем 3 лицевые. 6 петель перекрещиваем направо. Меняем по 3. Первые 3, значит, будут у нас за работой. Следующие 3 перед работой. И мы вяжем все первые 3 как лицевые. А те, которые за работой, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. В изнаночном ряду эти накиды будут скидываться, не провязываться, а скидываться, и петли будут вытягиваться. Я сейчас покажу. Давайте с вами самостоятельно довяжите, пожалуйста, девочки, третий раппорт. Встретимся с вами в 6-м ряду. Вот у нас с вами 6-й ряд. Вяжем кромочная 2 лицевые, затем вяжем изнаночная и накид, скидываем, снова изнаночная, накид, скидываем, изнаночная. Петельки получаются длинные,
Вот здесь они вытягиваются, и полотно не так сильно становится стянутым. Ну и далее вяжем просто 6 изнаночных. Вот таким образом и 2 лицевые. Мы провязали раппорт с изнаночной стороны. Понятно. Накиды не забываем и сбрасываем каждый раз, когда они возникают в изнаночном ряду. У нас с вами 7-й ряд. Вяжем первые 2 изнаночные и в раппорте вяжем 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 2 изнаночные. Раппорт связан. Такой же раппорт второй вяжем. 9 лицевых и 2 изнаночные. Третий раппорт также вяжем. Смотрите, девочки, 9 ряд у нас будет точно такой же, как мы сейчас с вами связали 7 ряд. Я его показывать не буду. У нас следующее с вами перекрещивание будет в 11 ряду. То есть 7, 9 ряд вяжете самостоятельно, как смотрят петли. 11 ряд вяжем с вами. Будут перекрещивания. Первые 2 изнаночные для симметрии. Вяжем раппорт узора. 6 петель будем перекрещивать налево. Снимаем 6 петель на правую спицу. Первые 3 петли будут перед работой. Следующие 3 петли я высвободила, они за работой. С помощью правой спицы сзади я их подхватываю и возвращаю на левую спицу. Все, я их перекрестила. Те петли, которые у меня за работой, я вяжу как лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Эти накиды в изнаночном ряду я сбрасываю для того, чтобы петли стали длинные и не стянули полотно. И далее вяжем 3 лицевые, еще 3 лицевые и 2 изнаночные. Все, раппорт связан. Здесь будет не стянутое полотно, хорошее полотно. Далее вяжем то же самое. Второй раппорт показываю. 6 петель снимаем на правую спицу и перекрещиваем их налево. Для этого первые 3 петли у меня будут перед работой, а следующие 3 петли за работой. И я их вот так перекрещиваю, меняю местами. И вяжу те, которые за работой, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. И те, которые перед работой, вяжу как 3 лицевые. И еще 3 лицевые у нас остались в косе и 2 изнаночные. Связали второй раппорт. Продолжаем самостоятельно. В 12 ряду накиды не забываем скидывать и вытягивать петли. Итак, девочки, на этом раппорт узора заканчивается. Повтор идет у нас с первого ряда снова, то есть то же самое. И сейчас нам необходимо с вами плавно перейти к платочной вязке, связать еще какое-то количество высоту платочной вязкой и посмотреть разницу в плотности. Нам это важно будет для дальнейших расчетов. Итак, я провяжу сейчас еще, значит, как смотрят петли, 2 ряда. Вот. И только после этого буду переходить на платочную вязку. Смотрите, девочки, я связала этот ряд. И вот так сейчас подумала, что если нам вот из этих 2 изнаночных сделать одну изнаночную. Это нам очень поспособствует в платочной вязке. Я уже просто из своего опыта уверена, что вот узор с косами в ширину будет иметь другую плотность, чем у платочной вязки. Намного он будет меньше, ну, стянутый, да? Поэтому давайте такую вот совершим с вами хитрость, да? В изнаночном ряду, перед тем, как перейти к платочной вязке, мы с вами сделаем 2 вместе одной лицевой свяжем, да?
То есть мы оставляем неизменные вот эти петельки наши узора косы. То есть мы вяжем 9 изнаночных. И там, где у нас идут 2 изнаночные по лицевой стороне, в изнаночном ряду вяжем как 2 лицевые вместе. То есть мы с вами немножечко каждые 9 петель делаем с вами убавочку. Вот таким образом, да. Из одной петли, из 2 петель делаем одну. Понятно, да? Давайте, я думаю, что это правильный подход. Я так посмотрела на оригинал. Ну, не заметила я этого, конечно, это машинная вязка. Снова 2 вместе, одной лицевой. Но это очень нам пригодится в дальнейшем. Смотрите, сейчас у меня получается сделано 4 убавки. И вместо 37 петель у меня сейчас получается 33 петли. Вот. И переворачиваем на лицевую сторону, да, и будем, давайте вязать с вами, получается, платочную вязку, да, платочную вязку вяжем следующим образом. У нас платочная вязка, все петли лицевые вяжутся. Все до одного. То есть мы вяжем с вами все петли лицевые. Все петли лицевые по лицевой стороне, все петли лицевые по изнаночной стороне. Вот таким образом надо связать нам будет высоту на определенную, ну, какой вам понравится, такую высоту и оставьте. Нам это все нужно для расчета плотности по высоте. Смотрите, связала я все петли лицевые, переворачиваю на изнаночный ряд, и здесь я тоже вяжу все петли, девочки, лицевыми. Так, и вот таким образом вяжите на нужную вам высоту для расчета плотности. Давайте самостоятельно свяжем, посмотрим, насколько у нас будет различие по плотности в разных узорах. Продолжаем. Так, делаем влажную тепловую обработку нашего связанного образца. Горячим паром отдаем образец и тянем его по вертикали, по горизонтали. В влажном состоянии полотно становится очень пластичным. Надо, девочки, нам обратить с вами внимание на то, что у нас вот края тут подгибаются, их надо выпрямить. Потому что кромочные я использую в расчете. Так. Ну, собственно, оставляем теперь наш образец до полного высыхания. Итак, наш образец с вами высох. Наша задача сделать расчет плотности. Как видите, оба рисунка у нас имеют одинаковую ширину, да? То есть плотность не отличается у них по ширине. И мы будем измерять, давайте, плотность следующим образом. Значит так. Итак, у нас с вами ширина составляет 18 сантиметров. И мы с вами набирали 37 петель. 37 разделим на 18 сантиметров. Плотности по горизонтали в 1 сантиметре 2 петли получается. Давайте запишем. В 1 сантиметре 2 петли. Так. Теперь по вертикали давайте посчитаем плотность. Будем считать вначале плотность кос. То есть вот эта лицевая гладь у нас идет. Измеряем 17 сантиметров. Нам надо четко посчитать, сколько рядов. В моем образце 39 рядов, и я разделила на
17 сантиметров. Получается плотность 2,3 по вертикали. Надо тоже записать в 1 сантиметре 2,3 ряда. Плотность лицевой глади. Так, девочки, платочная вязка всегда имеет другую плотность по вертикали. Сильно отличается от лицевой глади. С изнаночной стороны буду ее измерять, потому что мне здесь вот видно начало, как я вязала. Да? Я прикладываю линеечку, и у меня 4 сантиметра ровно получается. И здесь 11 рядов связано. 11 рядов разделить на 4. 11 надо разделить на 4 сантиметра. 2,75 плотность. Надо обязательно это учесть. В 1 сантиметре 2,75 ряда. Получается плотность по вертикали для платочной вязки. Итак, мои дорогие, вот у нас вот такая будет участвовать в сегодняшних расчетах выкройка. Девочки, плотность у нас с вами разная получилась у полотна, как вы поняли, да? Значит, здесь у нас плотность получилась в 1 сантиметре 2 петли у узора рельефного. В платочной вязке 1,8 петель в 1 сантиметре. И в связи с этим будет немножечко такой, ну не скажем так, что запутанный, но надо будет вам немножечко вникнуть в суть происходящего, скажем так. Сегодня будем мы с вами составлять описание для размеров 42-44, сейчас называю российские размеры, затем 46, 48, 50, 52. И перевод в европейские это вычитание -6. Но вы сейчас по ширине спинки переда сразу поймете, как, в общем-то, здесь определить, сколько петель набирать. Смотрите, мои хорошие, значит, для первого размера 42-44 спинка и перед у нас будут в ширину составлять 48 сантиметров. Так, для второго размера 46-48 ширина спинки переда будет составлять 53 сантиметра. И для третьего размера 50-52 ширина спинки составит 58 сантиметров. И, соответственно, мы умножаем на плотность 2 эти цифры, и у нас получается в петельном эквиваленте это 96 петель, 105 и 116 петель. Мы будем вязать все детали снизу вверх. Все начинается с планки. Вяжется планка на высоту 6 сантиметров. Резинкой 1 на 1, 2 на 2. Любой наборный ряд вы можете использовать, какой вы любите, вот, какой вы предпочитаете. Любую резиночку использовать можете. То есть здесь, пожалуйста, используйте то, что вам нравится, то, что вам желательно. И затем мы приступаем к формированию узора. Все эти петельки мы будем с вами сейчас симметрично на них распределять раппорты. Раппорт наш составляет, девочки, 11 петель. Вот мы с вами вязали 11 петель в ширину, 12 рядов в высоту. Вот, и поэтому, значит, вот эти петли надо разделить на число раппортов 11. То есть я 96, если разделю, смотрите, 96 разделить на 11, целых раппортов у нас 8, да? Вот. Вот тут я схематично уже изобразила, как это будет выглядеть. Смотрите. Значит, первый раппорт, первый размер, то есть начинаем кромочная, затем 4 изнаночные, 8 раппортов по 11 петель и заканчиваем все 2 изнаночными и 1 кромочной. Все получается симметрично. Добавились у нас помимо раппортов еще 2 петли, мы, помните, делали с вами крайне правые, мы начинали с них вязать. Эти петли были для симметрии. Вот. И еще я добавила по 2 изнаночные для того, чтобы расширить полотно, поскольку у нас там немножко не получалось 96 петель по раппортам. Я думаю, что это
кашу маслом не испортить, да, 2 изнаночные добавились симметрично справа и 2 изнаночные симметрично слева. Это нормально. То есть, по сути, получается 4 изнаночные здесь и 4 изнаночные здесь, да? Так, дальше у нас идет второй размер, 105 петель у нас, значит, это 9 раппортов, и у нас вот так располагается. Начинаем с кромочной, 3 изнаночные, затем 9 раппортов подряд по 11 петель, заканчивается одной изнаночной, ну и, соответственно, с двух сторон кромочные. В сумме 105 петель. Для третьего размера 116 петель набираем, и это 10 раппортов по 11 петель. И начинаем кромочная, 3 изнаночные, 10 раппортов по 11 петель, 1 изнаночная и 1 кромочная. В сумме дает 116 петель. Вот таким образом я рекомендую расположить красиво, симметрично, гармонично наши узоры. Теперь дальше. Здесь сейчас будет такой тонкий у нас с вами переход от нашего нижнего, так скажем, отдела, где мы вязали рельефные косы, к платочной вязке. Платочная вязка у нас имеет другую плотность. Плотность платочной вязки я посчитала 1,8. Я вам не говорила, да? Смотрите, девочки, у нас тут, помните, я сказала 33 петли, мы 4 петли сократили, когда вязали узор, да? И 18 сантиметров, да? То есть 33, если разделить на 18, получается плотность 1,8. Если кто интересуется, откуда я взяла эту плотность. Это плотность платочной вязки нашей. Так. И в итоге получается следующий расклад. Значит, когда мы с вами свяжем планку, свяжем узор на высоту 62 ряда, сразу говорю, 62 ряда составит 27 сантиметров от планки нижней высоту. И это будет 5 раппортов нашего узора, плюс 2 ряда, как я вам показывала, при переходе к платочной вязке, да? Вот. В последнем, помните, ряду, в последнем ряду я делала убавки, в последнем изнаночном ряду узора я сделала убавки, я убавила, помните, да, вот они, очень хорошо видны, эти убавки. Вот здесь убавила, где у нас шли по изнаночной стороне 2 лицевые, то есть между косами они по лицевой стороне, это были изнаночные, да, я их вместе провязала, то есть в каждом раппорте у нас убавился по 1 петле, да, и получилось всего убавок сколько, я уже посчитала, то есть смотрите, здесь убавилось у нас 8 петель, 9 петель убавилось, здесь 10 убавилось, и в третьем размере 11 петель убавилось по числу наших вот этих раппортов, да, и получилось количество петель 8, 7, 95, 105 петель, в зависимости от размера. И мы вяжем этими петлями платочной вязкой, и на определенной также высоте, здесь я сейчас не буду это озвучивать, в инструкции по вязанию, которую я выкладываю в виде текста под видео, это будет все озвучено. У меня общая длина изделия, я взяла на все размеры 60 сантиметров. Это средний рост, будет средняя величина. Конечно же, эту мерку вы под себя должны изменить. У нас у всех разный рост, да, разные желания. Может, кто-то удлиненный хочет вариант, кто-то укороченный, да. Поэтому эту мерочку под себя, пожалуйста, откорректируйте. Но желательно откорректировать эту мерочку все-таки за счет платочной вязки. Вот эту нижнюю часть узора оставить как есть на все размеры, девочки. 62 ряда по нашей плотности вертикальной. Смотрите, здесь еще я учитывала тонкий нюанс. Вертикальная плотность у нас у узоров тоже разная. Да? Вы помните, я посчитала. Для узора с лицевой гладью связанная, это была плотность 2,3 рядов в 1 сантиметре. У платочной вязки она была значительно выше. В 1 сантиметре платочной вязки умещается 2,75 ряда.
То есть это тоже надо учитывать, и я учитывала в своей инструкции. Это очень важный момент. Поэтому, когда я буду вам указывать ряды платочной вязки, они будут значительно выше, вы не удивляйтесь, потому что, я вам еще раз повторю, лицевая гладь и платочная вязка имеют разную плотность не только по ширине, по горизонтали, но и по вертикали она разная. И это я учитывала в своих расчетах. Когда я указывала какой-то общий параметр, например, там, от нижней планки там, до окончания, допустим, изделия, да, вязания, я среднюю плотность посчитала. У меня она получилась 2,5. Ну, знаете, как среднеарифметическое считается, да, 2,3 плюс 2,75 и поделить на 2. Получилось 2,5. Вот. И я ее использовала в своих расчетах. Все четко совпадает. Давайте так теперь. Значит, с новым количеством петель убавленных мы вяжем, вяжем, вяжем. Формируем здесь скос плеча на определенной высоте. На высоту 4 сантиметра при нашей плотности. Это 10 рядов составит. Вот, как их сформировать, эти убавки, эти закрытия петель, есть в инструкции по вязанию, под видео выложено. Вообще у меня получилось 26, 29 и 33 петли в зависимости от размера. И на вырез горловины спинки все, что остается, закрываем в одном ряду. Это 35, 37, 39 петель. Как считала, обращаю ваше внимание, у модели не делается дополнительно обвязка, как мы привыкли, там формируется планочка, да, приблизительно 3 сантиметра шириной, высотой. Нет, здесь этого нет, здесь идет просто обвязка крючком. Конечно, вы можете изменить этот момент и сделать, как вам удобно. Но я сейчас пытаюсь приблизиться к оригиналу модели, который мы видим на фотографии. И там идет обвязка крючком. Формируется вырез. Так. Спинка перед у нас вяжется совершенно одинаково. По спинке тоже идет узор, но разница будет только в вырезе горловины. Вы видите на глубину 6 сантиметров у переда этот вырез. Как его сформировать и красиво здесь закруглить, я описывать сейчас не стану. Читайте инструкцию под видео, там подробно я рассказываю последовательность действий. Понятно, да? Пройма у нас будет на высоту, значит, делаться 20, 21 и 22 сантиметра в зависимости от размера, и от этого будет зависеть ширина рукава. Как видите, конструкция рукавчика предусматривает резкие прибавки после планки. Рукав вяжется платочной вязкой, весь полностью целиком, узора здесь нет. Поэтому у него будет использоваться плотность в 1 сантиметре 1,8. И я, соответственно, вот эти параметры умножала на 2, то есть двойной размер, и умножала на плотность 1,8. И получила вот эти петли 72, 76 и 80. Как считала, смотрите, еще раз показываю. Значит, первый размер 40 сантиметров у нас ширина рукава. Я умножу на 1,8, это плотность нашей платочной вязки. Получается 72 петли. Понятно, как считать? Также я считала для других размеров. Вот они у нас, эти размеры стоят. Я их увеличила в 2 раза. Так, ну на планку я набираю всегда обычно вот это количество петель. 44, 46, 48. Вяжем резиночку. Такую же, как у спинки переда, планку. На высоту, которую вам там надо. Общую длину рукава я беру 46 сантиметров. Пожалуйста, эту мерку также свою индивидуальную ставьте здесь, откорректируйте, пожалуйста. Смотрите, девочки, здесь надо обязательно руководствоваться рядами, когда вяжете. То есть никакими сантиметрами ничего не измеряйте. Применяйте
очень четко вертикальную расчетную нашу плотность, и тогда ваша длина будет максимально приближена изделие к той длине, которую вы планировали. Если вы пренебрежете вертикальной плотностью, изделие после стирки вытянется и станет значительно длиннее, чем вы хотели бы. Это будет очень обидно, я знаю. Мне много пишут об этом женщины, винят обычно пряжу, но здесь виновата, что вы не использовали вертикальную плотность. И вот сейчас смотрите, рукав у меня от планки до окончания это 40 сантиметров, да? Я 40 сантиметров умножаю на плотность платочной вязки 2,75, и у меня получается 110 рядов. Когда свяжете, девочки, пожалуйста, посчитайте, чтобы у вас было 110 рядов, прежде чем закрывать петли окончательно. Все петли разом закрываются в одном ряду. Так, ну и здесь то же самое. Вертикальная плотность никто не отменял. И это правильная технология вязания, ее надо использовать. Все, мои хорошие, в принципе, вот все, что я хотела, я вам донесла. Надеюсь, доступным языком, очень старалась. Инструкция по вязанию будет опубликована под видео. Открываете вкладку под видео, нажимаете на правой стороне под видео, есть перевернутый вот такой треугольничек, кто не знает. Нажимаете на него, у вас открывается большой инфобокс. И там вы читаете всю эту информацию в виде текста. Все, очень удобно пользоваться, согласитесь. Так, до новых встреч, желаю вам удачи!